Скандал вокруг посещения концерта Криса Брауна участниками BTS J-Hope'ом, RM стал одной из самых обсуждаемых и противоречивых тем в глобальном фандоме ARMY, вызвав глубокий раскол среди поклонников и подняв важные вопросы об ответственности артистов мирового масштаба. Музыкальная индустрия кей-поп всегда отличалась высокими требованиями к моральному облику айдолов, но когда дело касается участников группы, имеющей статус главных амбассадоров корейской культуры и лидеров мнений для миллионов людей, любое их публичное действие рассматривается буквально под микроскопом. Ситуация обострилась после того, как J-Hope и RM посетили концерт американского R&B-исполнителя Криса Брауна и открыто поделились кадрами с этого мероприятия в своих официальных социальных сетях. Для многих фанатов этот шаг стал неожиданностью и вызвал мгновенную волну разочарования. Главной причиной столь острой реакции послужила крайне спорная и широко известная публичная история Криса Брауна, которая на протяжении многих лет сопровождается громкими юридическими скандалами. Обвинениями в домашнем насилии и агрессивном поведении. Многие представители фандома ARMY посчитали, что, публикуя контент с его концерта, участники BTS косвенно выражают поддержку человеку с сомнительной репутацией, что идет вразрез с теми ценностями, которые сама группа транслировала на протяжении своей карьеры. Внутри фандома разгорелись масштабные дебаты. Одна часть поклонников заняла жесткую критическую позицию. По их мнению, BTS, как артисты, выступавшие на трибуне ООН с кампаниями против насилия и за ментальное здоровье, должны быть более избирательны в том, чье творчество они популяризируют. Критики подчеркивали, что публичная демонстрация симпатии к Крису Брауну может быть воспринята как нормализация его прошлых поступков. В социальных сетях начали распространяться хэштеги с призывами обратить внимание на эту проблему, а некоторые фанаты открыто выразили свое недоумение тем, как менеджмент группы или сами артисты допустили публикацию подобных материалов, зная о потенциальных репутационных рисках. С другой стороны, значительная часть фанатов встала на защиту J-Hope'а и RM. Защитники аргументировали свою позицию тем, что посещение концерта – это личное дело каждого человека, и профессиональный интерес к музыке или хореографии Криса Брауна не означает одобрение его личной жизни или прошлых ошибок. Сторонники этой точки зрения напоминали, что Крис Браун остается одной из самых влиятельных фигур в современной индустрии танца и R&B, и для участников BTS, которые сами являются увлеченными музыкантами и танцорами, это был прежде всего визит на шоу коллеги по цеху. Они призывали разделять личность автора и его творчество, а также уважать право айдолов на личное пространство и собственные музыкальные вкусы вне рамок их официального концепта. Несмотря на то, что волна критики и споров захлестнула англоязычный и международный сегменты интернета, со стороны самих артистов и их агентства Big Hit Music не последовало никаких официальных заявлений. На данный момент ни J-Hope, ни RM никак не прокомментировали реакцию общественности и не стали удалять публикации из своих профилей. Такое молчание – привычная практика для кей-поп-индустрии в подобных ситуациях, однако оно лишь подогрело дискуссии о том, где проходит граница между свободой артиста и его обязательствами перед аудиторией. Этот инцидент стал ярким примером того, насколько сильно изменился уровень глобального контроля над действиями поп-звезд. Современные фанаты больше не являются просто пассивными потребителями контента. Они активно анализируют каждый шаг своих кумиров, соотнося их поведение с собственными моральными ориентирами. Дискуссия вокруг BTS и Криса Брауна наглядно показала, что статус артиста с многомиллионной международной аудиторией накладывает огромный груз ответственности, где даже обычное посещение музыкального шоу может превратиться в серьезное испытание для репутации и вызвать глобальные дебаты о культуре отмены, этике и границах фанатской преданности. Знаменитости, которые слушали, посещали мероприятия, взаимодействовали, выражали поддержку Крису Брауну. Первое. Кай из EXO и Югьем God7, также слушатели Криса Брауна. Второе. Дина из Seventeen, съемка танца под песню Криса Брауна. Третий. Тайла выступает разогревом на концерте Криса Брауна.
4. Вуйон из Атис использует песни Криса Брауна в своих постах в Инстаграме. 5. Участники Энхипен, Ахов и Тим, Риз, Трежер и TXT также считают Криса Брауна своим кумиром, рекомендуют его песни и снимали тикток-танцевальные челленджи под его песни. 6. Кеhlani посещает концерт Криса Брауна, в то время как местные жители и фанаты продолжают восхвалять и продвигать ее как свою активистку. 7. Группа Blackpink от 4. На интервью в игре им выпадает рандомное слово, и они должны спеть песню с этой строчкой из любой песни, и они выбрали песню Криса Брауна «Turn Up The Music» и исполнили ее. 8. Тэйян и G-Dragon из группы Big Bang также являются слушателями Криса Брауна. 9. Глорилла выступает с Крисом Брауном на его концерте. 10. Группа Aespa снимали видео для TikTok под музыку Криса Брауна, и Винтер лично порекомендовала его песню. 11. Субин и Техен из TXT лично посетили концерт Криса Брауна и восхваляли его выступление в прямом эфире. 12. Вунбин из Риза назвал Криса Брауна одним из артистов, которые вдохновляют его, и он хочет коллабу с Крисом. 13. Бруно Марс выразил поддержку совместному туру Криса Брауна с Ашером. 14. Лиса из Blackpink использует его песню для официального танцевального видео. Крис Браун публикует ее выступление в своем инстаграме и выражает поддержку ей. 15. Джастин Бибер выражает поддержку Крису Брауну после того, как его выпустили под залог, подписывая «Добро пожаловать домой». 16. Парень Рианны. А$ап Роки все еще подписан на Криса Брауна в Инстаграм, что говорит о том, что он продолжает его поддерживать. 17. Бывший участник Энхипен Хисын Эван исполняет песню Криса Брауна 2026. 18. Бен Чан из Stray Kids неоднократно рекомендовал песни Криса Брауна и исполнял их каверы. 19. Джастин Бибер исполнил кавер на песню Криса Брауна «With You» на Coachella, несмотря на то, что ранее вырезал куплет Ники Минаж из «Beauty and a Beat» из-за ее поддержки Мага. 20. Бэкхэн и Сихун из EXO считают Криса Брауна своим примером для подражания ролевой моделью. Подводя итог, можно констатировать, что инцидент с посещением концерта Криса Брауна участниками BTS J-Hope и RM стал не просто локальным сетевым штормом, а важным прецедентом в истории глобальной поп-культуры, наглядно продемонстрировавшим новые реалии взаимодействия между артистами первого эшелона и их аудиторией. Данная ситуация высветила фундаментальный конфликт между личной автономией музыкантов, имеющих право на собственные профессиональные и творческие интересы, и строгими морально-этическими ожиданиями фандома, который воспринимает бренд группы сквозь призму социальной ответственности и гуманизма. Вывод из этого противостояния очевиден. В эпоху тотальной глобализации и прозрачности медиаполя границы между частной жизнью публичной фигуры и ее официальным имиджем практически стерлись. Для артистов масштаба BTS любое действие, будь то мимолетное рукопожатие за кулисами или публикация в социальных сетях, автоматически считывается миллионами людей как мировоззренческий манифест и легитимизация тех ценностей, которые транслирует их окружение. Выбранная лейблом Big Hit Music и самими музыкантами тактика молчания помогла снизить градус краткосрочного эмоционального накала, однако этот репутационный кризис оставил глубокий след в сознании фанатов. Главный урок этого инцидента заключается в том, что современная фан-культура окончательно трансформировалась из института слепого поклонения в пространство критического анализа, где институциональная преданность больше не гарантирует автоматического прощения за шаги, идущие вразрез с общечеловеческими ценностями и принципами ненасилия. Обязательно подписывайтесь на канал и обсуждайте эту тему в комментариях. Нам очень важно узнать ваше мнение о том, должны ли кумиры нести ответственность за свой личный досуг перед лицом многомиллионной аудитории. Show you love, I can show you. If you wanna know me, we can have the fun. 대체 뭐가 달랐냐고 자꾸 물어. 나는 대답해, 나도 몰라. Everybody hear the story, they don't wanna. 쟤는 네가 때문에 떴어, 내가 맞아. We just big boys 아까 처음에 그냥 먹기 sad, just shut it, shut it.
All of trying to take off that, babe. Do you never go, just say what you say. Oh, it's hard, then we cannot explain. Every time I'm trying to explain, we find they don't know us, they don't know us.